Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Показ нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» на Каннском кинофестивале завершился 9-минутной овацией. Режиссеру, актерам и съемочной команде прочат «Оскар» 2024 года. Среди исполнителей ведущих ролей Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и покуда менее известная широкой публике актриса Лили Гладстон. И хотя премьера фильма еще впереди, многие хотели бы узнать, о чем же он и чем так интересен. В этом видеоэссе я без спойлеров расскажу о реальных исторических событиях, которые послужили основой сценария фильма Скорсезе. А еще расскажу о смысле, о значении названия «Убийцы цветочной луны», о том, как его разгадать, понять и что на самом деле имеется в виду. По моим наблюдениям, с пониманием сути названия этого фильма нередко возникают лингвистически спровоцированные ошибки. Чтобы разобраться в событиях «Убийц цветочной луны», надо обратиться к истории США. Как все мы знаем, это государство основано европейцами на захваченных землях коренных жителей американского континента. Меньше тех, кто знает, что на начало XIX века Соединенные Штаты еще вовсе не были огромной страной, простирающейся от Атлантического до Тихого океана. Это были всего 13 колоний в восточной части континента, которые получили полноценную государственность в результате войны за независимость от британской короны в 1775-1783 годах. Затем, на протяжении всего XIX века Соединенные Штаты разрастались, большей частью покупая, аннексируя, завоевывая все новые и новые территории, преимущественно у Франции, Испании и той же Британии. Фактически шел процесс передела колониальных завоеваний. Параллельно с этими разборками между бывшими европейцами США должны были решать и постоянно возникающие тогда конфликты с коренным населением Америки. Покупка или завоевание все новых и новых территорий США очень обобщенно выглядело как продвижение на запад континента, к Тихому океану. Под этим натиском колонизаторов на запад обычно вынуждены были отходить и племена коренных американцев. Однако индейские племена отходили на запад не всегда. Еще в XVIII веке начали изредка заключаться некие договоры между местными племенами и колонизаторами, по которым индейцам оставлялась небольшая территория для их дальнейшего проживания. Такие территории стали называться резервациями, то есть зарезервированными для местного населения. В рамках закона их уже нельзя было отдать кому-то из новых американцев. Индейские племена могли жить на этой территории, называемой резервацией, в соответствии со своими традициями. Главное, чтобы в обмен они соблюдали договор о ненападении и не создавали для правительства иных проблем. Создание резерваций стало особенно активно практиковаться после того, как в 1863 году американский Конгресс утвердил акт о переселении индейцев в резервации. Впрочем, выделение какому-то индейскому племени определенной резервации еще не гарантировало этому коренному народу бессрочного и полноправного пользования оговоренной землей. Часто в таких заключенных договорах находились лазейки или сомнительные для трактования пункты, которые позволяли постепенно уменьшать резервационные земли. Впрочем, изредка в результате судебных разбирательств индейцы могли добиться от правительства США и улучшения договора о резервации или денежной компенсации за отторжение их земель. А как редкостное исключение могло произойти и такое, с чего начинается история, рассказанная в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В центре событий фильма реальная история, приключившаяся с индейцами-осейджами в 1920-х годах. Племена осейджей, сами себя они называют вожажи, делятся на 3 группы – Великие осейджи, Малые осейджи и Арканзасские осейджи, названы так по месту проживания.
Этому высокорослому и воинственному народу, как и большинству других коренных американцев, на протяжении XIX века приходилось несколько раз отступать на запад, уступая свои земли Соединенным Штатам. Наконец, на полученные в качестве компенсации от правительства деньги, они сами купили землю под собственную резервацию у другого племени, у чероков. Приобретение земли для резервации было, конечно же, оформлено и договором с правительством США. А чуть позже случилось нечто необыкновенное. На землях резервации осейджев были открыты фантастически богатые нефтяные месторождения. К чему это привело и рассказывается в книге-бестселлере американского журналиста Дэвида Гранна «Killers of the Flower Moon. The Osage Murders and the Birth of the FBI». Эта книга, ставшая основой сценария фильма Мартина Скорсезе, в русском переводе была издана под названием «Убийцы цветочной луны. Нефть, деньги, кровь». А теперь о названии фильма. Самое простое и очевидное – это сказать, что оно является частью полного названия книги, которая легла в основу сценария. Но у многих зрителей сразу же возникает вопрос, что такое цветочная луна? А у тех, кто не встречался с оригинальным англоязычным названием книги или фильма, или просто не вникал в тонкости английского предлога of the, может возникнуть еще и вопрос, кто же и почему эту цветочную луну убивает? Тем более, что русскоязычное заглавие действительно может провоцировать лингвистически обусловленную ошибку интерпретации фразы, ставшей названием фильма. Чтобы разобраться и правильно понять название «Убийцы цветочной луны», давайте вначале сделаем небольшой экскурс в культуру индейских племен Великих Равнин, то есть племен прерий, к которым принадлежали и осейджи. У всех этих племен луна занимает важное место в ритуалах повседневной жизни, в верованиях, а ее упоминание часто оформляется разного рода выразительными поэтическими речевыми оборотами. Например, индейцы Навахо называют луну «женщина из белой раковины», а у близкородственных к осейджам Сиу есть даже культ женщины, живущей на луне. Осейджи разделяют свой годовой календарь именно на луны. Впрочем, это характерно для культур практически всех народов мира. Например, у большинства индоевропейцев, в том числе и у славян, словом «месяц», в разных фонетических версиях, конечно же, обозначается и спутник Земли, и 1/12 часть года. Люди издавна отмеряли периоды времени циклом в начале роста, а затем уменьшения ночного светила. Слово «месяц», кстати, буквально и восходит к латинскому значению «мера», «мерить», «измерение». А вот слово «луна», которое тоже нередко используется для обозначения спутника Земли, родственно древнему индоевропейскому обозначению света, блеска, луча. Это слово порой имеет даже смысл эхо, отблеска, отражения света, то есть тусклого света, зарева. Среди родственных Луне по этимологии слов такие, как иллюминация, иллюстрация и даже Люцифер. Но индейцы Великих Прерий Америки отличаются тем, что упоминают Луну в заметно более широких метафорических контекстах. Например, во второй половине XIX века среди индейцев, употребляющих пейотль, это небольшой кактус, вызывающий цветные галлюцинации, распространился так называемый культ Луны. Считалось, что именно Луна должна помочь возродить традиционные ценности и практики индейских племен. 5 лунами образно называли 5 балерин индейского происхождения, добившихся международного признания в XX веке. Наиболее известна из 5 лун Мария Талчиф, дочь вождя племени Осейджа. Считается, что своей страстной манерой танца она произвела революцию в балете. Кстати, Мария Талчиф была женой Джорджа Баланчина и стала первой американской балериной, выступившей на сцене Большого театра. Но возвращаемся к именно цветочной луне.
Книга Дэвида Гранна с переводным названием «Убийцы цветочной луны. Нефть, деньги, кровь» начинаются так. В апреле поросшие дубравами холмы и обширные прерии, резервации индейцев Оседжи в Оклахоме, устилают мириады мелких цветов. Анюдины глазки, виргинские клейтонии, голубые холстонии. По замечанию летописца Осейджи Джона Джозефа Мэтьюза, эти галактики лепестков кажутся конфетти, рассыпанными богами. В мае, когда койоты воют на пугающе огромную луну, цветы покрупнее, вроде традисканции и волосистой рудбекии, начинают теснить малюток, отнимая у них свет и воду. Те никнут, опадают и вскоре уже покоятся под землей. Поэтому май Осейджи называют месяцем, убивающим цветы. Заинтересованного читателя Дэвид Гранн тут же отсылает к книге американского прозаика индейского происхождения Джона Джозефа Мэтьюза под названием «Разговаривая с луной». Это автобиографическая книга, которая состоит из глав, озаглавленных традиционными названиями месяцев у осейджей. Маю соответствует название Little Flower Killer Moon, что означает «луна, убивающая маленькие цветы». В самом начале главы Мэтьюс пишет, что хотя это и кажется парадоксальным, но маленькие весенние цветы действительно массово умирают в мае. Затем он красочно описывает жизнеутверждающую майскую природу, а далее Мэтьюс опять возвращается к теме ранних весенних цветов, которые появляются первыми на освободившейся от снега и льда земле, и добавляет: лишь увядание этих маленьких цветочков кажется выбивающимся из общего ряда в этом мире звонкой, клокочущей жизни. Итак, май у индейцев осейджей называется месяцем, убивающим маленькие цветы. Но ведь убивает не сам месяц май. Речь о том, что именно в мае крупные цветы убивают своих маленьких собратьев. В мае в природе прерий разворачивается драма, в которой главными действующими лицами и жертвами, и убийцами становятся цветы. Поэтому май можно назвать цветочным месяцем или цветочной луной. Ранние мелкие гибнущие цветы можно назвать жертвами мая, жертвами цветочной луны. Крупные же сильные цветы, которые в мае убивают своих более мелких сородичей, можно метафорически назвать майскими убийцами, то есть убивающими в месяце мая, убийцами мая или убийцами цветочной луны. Иными словами, убийцы цветочной луны – это метафора, относящаяся к тем, кто убивает более слабых, как это делают крупные цветы в месяце мая, в цветочную луну. Именно с 24 мая, с 24 дня месяца, убивающего маленькие цветы, начинается повествование Дэвида Гранна. И выражение «убийцы цветочной луны» становится поэтической метафорой всей рассказанной истории. Сильные мира сего, имеющие разного рода преимущества и власть граждане США, теснят своих более слабых сограждан, отнимают у них землю и средства к существованию. И те, как пишет Дэвид Гранн о цветах, вскоре покоятся под землей. Гибнут, как маленькие цветы под напором более сильных и могущественных собратьев. Об этом фильм. Книга, по которой снял кинокартину Мартин Скорсезе, не только об этом. Однако, насколько полно удалось отразить все ее содержание в фильме, мы узнаем, только посмотрев его. А для этого нужно дождаться премьеры. Впрочем, кое-что можно предвидеть и заранее, но в любом случае об этом нужен отдельный разговор. Всего доброго и до новых встреч!